Людьми уже неоднократно было замечено, что животные, особенно собаки, привязываются эмоционально к своим хозяевам и отличаются исключительной преданностью. Так произошло и с героями нашей сегодняшней истории. Ибрагим Фоул проживал в итальянском городе Каррара. Сюда он переехал еще в молодости из Ладики. Мужчина в свои 65 лет решил завести собаку. Для этого он посетил питомник, и его выбор пал на щенка немецкой овчарки. Неудивительно, что он очень быстро привязался к своему новому хозяину. Ибрагим с Роки, так он назвал своего пса, были неразлучными друзьями. Никто не мог подумать, что это начало непростой и удивительной истории. Ибрагим и Роки были всегда вместе, они часто проводили время на пляже. И вот, однажды, когда мужчина пошел купаться, собаку украли. Ибрагим долго звал и искал Роки. Он подходил к людям, спрашивал про щенка. Потом направился в ближайшие питомники в надежде, что кто-то привел туда потерявшуюся собачку. Но, к сожалению, поиски не дали результата. Как-то на пляже Ибрагиму сказали, что видели, как щенка увели цыгане. После этого он смирился с мыслью, что больше никогда не увидит любимого Роки. Хоть ему было больно принять такую реальность, Ибрагим прекратил поиски. Но пес не оставлял надежды воссоединиться с хозяином. Неизвестна судьба собаки после похищения, что ей пришлось пережить. Известно, что Рокки сбежал от похитителей, а может, его бросили. В итоге собаку приютила семья из Салерно. Люди хорошо относились к Рокки, но он все равно сбегал от них. Чтобы собаку можно было вернуть, ей к ошейнику прикрепили номер телефона новых хозяев. Инстинкт, преданность или другие чувства управляли собакой, но спустя 3 года она по-прежнему пыталась найти человека, который взял ее из приюта маленьким щенком. Именно он, Ибрагим, был настоящим другом. Очередной раз на пса обратили внимание в 600 километров от его последнего пребывания. Это огромный путь, который проделал Рокки в поисках своего хозяина. Он добывал по пути себе еду, был истощен, лапы стерты в кровь. Люди, нашедшие пса, увидели номер телефона на ошейнике, но еще обратили внимание на татуировку, которую Ибрагим сделал щенку несколько лет назад. Именно она помогла Рокки найти своего хозяина. Все были удивлены, что пес ушел от своего дома на 600-км. Но стало понятно, что это неспроста. Ибрагим не поверил своим глазам. Прошло 3 года. Он и не надеялся на встречу со старым другом. Да и кто бы мог подумать, что маленький щенок пронесет в душе через годы свою преданность и любовь. Сила духа животного и его инстинкты просто поражают. Рокки не остановили преграды в сотни километров, голод и трудности пути. Также он не променял свою преданность на любовь и заботу других людей. Встреча Ибрагима и Рокки была эмоциональной и счастливой. Пес наконец вернулся в свой дом, теперь ему не нужно убегать и искать своего хозяина. Ибрагим счастлив, что вновь воссоединился со своим любимцем. Вряд ли мужчина за свою долгую жизнь встречал такую преданность и абсолютную любовь. Кто бы мог подумать, что обычный щенок способен на такие большие человеческие поступки. Друзья, если вам понравилась публикация, предлагаю посмотреть еще одну интересную историю. Здесь я рассказываю о бездомном мужчине, который потерял свою собаку. Но когда она нашлась, их встреча после разлуки заставила расплакаться работников приюта для животных. Друзья, а у вас есть собака? Напишите в комментариях о вашем любимце. Как вы думаете, людям свойственна такая преданность?